Итак, всем привет! И в этом коротком видео я покажу вам, как подгружать библиотеку материалов, которую вы скачали, которая пришла вам в архиве, как ей пользоваться. Мы открываем Material Library, нажимаем горячую клавишу M, и вне зависимости от той версии, в которой вы работаете, то есть в Compact или в Slate, вы нажимаете на данный символ, то есть на Get Material. Как только мы нажимаем сюда, у нас открывается данное окно. Сейчас я удалю данную библиотеку. И у вас должно открыться вот так окно, если у вас вдруг нет никакой библиотеки. И для этого нам нужно нажать на стрелочку, нажимаем на Open Material Library, и мы ищем путь, где находится наш архив, который мы скачали. Мы его где-то обязательно сохранили. У меня это документы, Material Library, и переходим в графу Library. И нажимаем, допустим, на Fabric, нажимаем на Open. И так мы проделываем с абсолютно каждым материалом. Итак, я подгрузила каждую версию материалов, то есть это Wood, Wool, Stone, Metal, Glass, Fabric. И для нашего удобства мы делаем так, мы создаем New Group. Ну, можно, конечно, этого не делать, но это будет как-то добавлять порядка в вашей сцене. Итак, я это делаю таким образом, что подписываю это My Library. Окей. Вот таким образом мы переносим все наши материалы, которые были в этой библиотеке. Если вы будете создавать свою библиотеку, это будет очень удобно. Если у вас будет несколько, вы будете понимать, где какой материал находится. Что еще важно сделать? Важно перейти в Customize, нажать сюда, Project Path, и здесь External Files, нажать на Add и достать нашу папочку, где она находится. Так, Material Library, и у меня здесь есть папка Texture All. Нажимаю сюда Use Path и ОК. Это значит, что мы с вами закрепили, так скажем, наши материалы, подгрузили все текстуры, которые, возможно, были у вас утеряны, и теперь, как только вы будете открывать любой 3ds Max, любую сцену, данная библиотека у вас будет подгружаться автоматически. Еще важно, если вдруг у вас будет какая-то звездочка рядом с вашим материалом, вам нужно нажать сюда и вот User и Save. То есть таким образом вы сохраните вашу библиотеку материалов. И еще важный момент, очень важно сделать отображение виджетов для вас удобным. Вы можете сохранить так ваш 3ds Max будет, так скажем, не сильно напрягаться, но мне, допустим, удобно работать в Medium. Можете сделать Large, но для этого вам нужно такой хороший, мощный компьютер, который сможет вам отображать все текстуры, потому что текстур достаточно много, и чем больше таких текстур у вас будет открыто, тем труднее 3ds Max будет просчитывать их, поэтому можно смело делать medium, и если у вас открыта, допустим, графа Stone, как у меня, вы можете удобно ей пользоваться, также вы можете подгружать свои материалы сюда и пользоваться, и экономить ваше время. Ну и я желаю вам классных, качественных рендеров. Я надеюсь, что моя библиотека материалов вам в этом поможет. Я надеюсь, что я также буду делать апгрейды данной библиотеки, поэтому следите за всеми новостями и успешных, классных и, конечно же, эстетичных вам проектов.